Эта история привлекла меня громкими заголовками. Если бы вы их прочитали, вы тоже такое вряд ли бы пропустили. Ритуальное убийство, оккультный след, на спине жертвы пентаграмма. И дальше рассказывается, как именитая спортсменка и маг высшего уровня совершили убийство, проводя ритуал. Что? Несмотря на весь кликбейт, убийство в истории вполне настоящее. И мы начали узнавать детали. Поговорили с мамой жертвы и с подругой семьи, но все оказалось не так мистично, как писали СМИ. Но от этого не менее страшно. Вся эта история оказалась настоящим детективом с неожиданными поворотами и главным мотивом – месть. В общем, эта история про то, как две женщины противостояли профессиональному манипулятору. Они написали десятки заявлений в полицию, что их жизнь под угрозой, готовится убийство. А когда казалось, что угрозы больше нет, случилась трагедия. Мы снимали эти кадры в феврале. В поселке Стенькино очень много снега и огромные сугробы. А когда происходили эти события, была в разгаре золотая осень. 8 октября 2021 года. День был замечательный, солнечный, теплый. Во дворе этого дома было шумно и весело. Семья жарила шашлыки. Роман, подросток 15 лет, и его старшая сестра Марина со своим мужем. Вечером сестра с мужем ушли к себе домой. Они жили недалеко. А Рома лег спать. Он был дома один. Мама Елена работала вахтовым методом в другом селе, в конном комплексе. Если даже я не приезжал каждый день домой, я всегда знала, где он, что он, потому что за ним приглядывала старшая сестра. Он всегда был, как говорится, под наблюдением. Его все время проверяли. А в этот раз сестра не дозвонилась до него. Естественно, стали обзванивать друзей, бабушек, дедушек. Так. Угу. Он нигде не появлялся. Старшая дочь съездила домой, посмотрела, говорит, дома нету, на телефон не отвечает. Телефон выключен вообще. А вы были на вахте, и вы когда вернулись? В этот же день я приехала домой. А что вы увидели дома, когда пришли? Там был стресс, особо сильно не заметишь. То, что книжки сложные, постельного белья нету. Какой-то даже не то, что сильно видишь, а как ощущается это очень... что-то не то. Каждая мама, зайдя в комнату подростка, может понять, что там что-то не так. Когда привычный порядок, а чаще беспорядок, нарушен. Вдруг неожиданно сложены книги, заправлена постель, и другие детали. Вот это чувство было и у Елены. Какие были версии, куда делся Рома? Что говорила полиция? Когда полиция приехала, первое, что они начинают говорить, это то, что ребенок куда-то ушел, как говорится, обиделся на родителей, может быть, какое-нибудь происшествие было. Я говорю, мы не ругались сроду. Может быть, он все-таки ушел? Мне пришлось поругаться с полицией. Я говорю, хорошо, если он ушел, то куда делись постельные принадлежности? Это подушка, это одеяло, которое в рюкзак просто не засунешь. Куда это все делось? Естественно, там в розыск уже начали подавать на вокзал. Может быть, действительно он ушел, может быть, куда-то уехал. Дома были камеры наблюдения. Неизвестно, в какой момент полиция их проверила. Но одна из камер сняла, как в полночь человек, похожий на Рому, вышел из дома, прошел по двору и исчез. Когда мне полиция показала видео, я сразу сказала, что это не сын. Это не его походка, он никогда так быстро не ходил. Он ходил в развалочку. И я говорю, и сын знает свою территорию, он никогда себе под ноги не светил телефоном. Он каждую ямку, каждый бугорочек знает. И все родственники сразу сказали, что это не Рома. Как бы они ни старались подделать походку, что-то там, нет. Все сразу поняли, что это не он. Поиски Ромы были основательными. К полиции присоединился Рязанский спасательный отряд, волонтеры.
Обыскали все село и окрестности, но подростка нигде не было. Лена все равно не верила, что сын мог сбежать. У них были такие теплые и открытые отношения. Они и внешне удивительно похожи. Рома просто копия мамы. Спокойный пацан, добрый и улыбчивый. Что он любил? Чем он занимался? Он играл в футбол, даже в районе там они занимали призовые места. В школе ходил на секцию футбола. Ну, в основном встречи с друзьями, но это крайне редко. Он что-то какой-то не любитель был даже особо гулять. Лена не могла найти себе места. Чувство тревоги нарастало до отчаяния. Полиция в первый же день провела обыск в доме. Но Лена решила еще раз все внимательно осмотреть, сантиметр за сантиметром. И нашла в комнате пятна, очень похожие на кровь. А полиция этого ничего не увидела, которая приезжала накануне вечером. Ну, и я еще раз вызвала. И только вот тогда начали уже вызывать следственную группу, криминалистов. И отсюда все понеслось. Опять опросы, допросы. Опрашивали, конечно же, в первую очередь ближайших родственников и окружение семьи. И среди них был человек, который точно знал, что произошло с Ромой. Полиция опросила отчима Ромы, точнее бывшего отчима, Владислава Цыкунова. Лена развелась с ним за 10 месяцев до событий. После этого Цыкунов переехал жить в Рязань. Цыкунова, то ли они сами вызвали, то ли с моей подачи, я не помню. Вызвали, чтобы он приехал на адрес, к дому, чтобы осмотреть его гараж. Но он сделал вид, что ни при чем, он все время крутился возле дома, все время. Он не прятался, как говорится, не бегал, он думал, что на него не подумают. В итоге, когда осмотрели гараж и... не знаю почему, может быть, тоже у них появились догадки там, или сомнения о его непричастности. Проверили его машину, как криминалисты освещают пятна крови. В его машине все было испачкано кровью, естественно, все замыто, но следы остались. И когда дома тоже осветили, там живого места не было. Отчима задержали. Улики были настолько серьезными, что казалось отпираться совершенно бессмысленно. И Цыкунов не отпирался. Он заявил следователям: да, Ромы нет в живых. То, что дальше на допросе начал рассказывать Цыкунов, звучало невероятно, как сюжет хоррора. Якобы сам Владислав ни при чем. Все затеяла его нынешняя возлюбленная по имени Мария. Дальше следователи еще больше удивились. Оказалось, что подруга Владислава – настоящая звезда спорта – Мария Корнеева. Цыкунову на тот момент было 52 года, а Корнеевой всего 29 лет. Успешная, титулованная, трехкратная чемпионка России по ачеребиатлону. Это лыжная гонка со стрельбой из лука. Обладательница Кубка мира, мастер спорта. Что дал вам ачеребиатлон? И дает по сей день? Наверное, стержень, саморазвитие, какую-то жесткость. Казалось невероятным, что звезда российского ачеребиатлона связана с каким-то магическим ритуалом и причастна к убийству. Но Владислав поведал такую историю. Якобы девушка собиралась вырезать пентаграмму на теле Ромы. Мария взяла гаечный ключ, монтажку, обмотала его тряпкой и охотничий нож. Я так думаю, нож для того, чтобы рисовать, потому что не фломастером нужно было чем-то царапать, видимо, рисовать нож хотела. Я говорю, ты смотри, только не убей, говорю, монтажка, это, может, что это? Нет, говорит, чтобы проступить, чтобы оглушить меня, дело твое, иди. Она пошла, я остался в машине. Дальше он еще много чего будет эмоционально рассказывать. Всю его версию в деталях вы еще услышите. Но Лена не поверила ни одному слову Цыкунова.
В этот момент она уже знала, что Владислав – профессиональный манипулятор и обманщик. За несколько месяцев до этих событий она пришла в полицию с заявлением, что бывший муж планирует ее убить. Но почему жертвой стал ее сын, Рома, скромный и улыбчивый 15-летний подросток, которого все в поселке знали как тихого, спокойного и очень домашнего мальчика? Чем вам ребенок помешал? За что вы ребенка-то убили? Что вы молчите? Стыдно, да? Мария Корнеева была арестована. И вот на этих кадрах следственных действий через 5 дней после исчезновения подростка бывший отчим показывает полицейским место, куда он и Мария привезли тело Ромы. Заброшенный колодец в лесополосе. Следователям самим найти это место было бы очень сложно. Сначала было сюда скинуто тело, а потом было скинуты мешки, вернее, из мешков, содержимое мешков с теми вещами, которые забраны из дома были. Ну, там получилось вот это простынь, одеяло, подушки, потом сверху скинуты вот эти вот мешки с землей, которые здесь стояли. Вот в этом месте она мне помогала, подсвечивала и забирал там я мешки, вот, которые вытряхивали. После этого решили избавиться от одежды и отмыть машину от следов крови. Место, где мы сжигали одежду, в которой было совершено преступление. После того, как мы спрятали, сохранили тело на обратном пути в бочку с деньгами, вот здесь вот мы сожгли. Вот здесь вот сожгли вещи свои. А дальше одна из дорожных камер, как писали журналисты, зафиксировала, как Владислав и Мария сами отмывали машину. Но все эти усилия были напрасны. Следы крови остались везде. И в доме, и в машине. А они забрали постельное белье, потому что оно было, в крови? Конечно, там все было в крови. Начиная с пола и оканчивая потолком. Из детской комнаты до ванной практически почти что до самого порога. Там не было живого места. Точнее сказать, чистого места, чтобы не было заляпано кровью. Они это все очень тщательно пытались отмыть. Как оказалось, не домыли. Куда мне были вещи после полностью? Какие вещи? Вещи. Слушайте, вот по поводу этого надо меньше всего сейчас волноваться. Началось следствие. Мария сразу заявила, она никого не убивала. Это все сделал Владислав. А после заставил ее заметать следы преступления. А вот это наш дом. Здесь мы живем вдвоем с дочкой. Всегда жили и живем до сих пор. Небольшой поселок Учхоза-Стенькино находится недалеко от Рязани. Здесь живет меньше 2000 человек. Лена выросла в этом месте. После школы она училась на ветеринара. Животные – это вообще ее особая любовь с детства. На момент событий она работала берейтером. Это такая замечательная профессия. Специалист по обучению лошадей и верховой езде. Здесь же, в своем родном поселке, она вышла замуж за хорошего местного парня. У них родилась дочь Марина, а потом сын Рома. Но постепенно отношения разладились, и семья распалась. Спустя время Лена познакомилась с Владиславом. Он был старше ее лет на 10. Переехал в поселок из Рязани. Такой серьезный, надежный, взрослый и очень обстоятельный мужчина. И работящий. Он был автомехаником. А он каким казался? Как он представлялся? Какое у вас впечатление о нем было первое? Чем он вам понравился? Он ремонтировал машины и предложил помочь в ремонте.
Ну, чем больше общались, тем больше, вот, как говорится, ну, импонировало то, что вот он много мог там и рассказать, и сделать, вот, ну, как сказать, рукодельный. Действительно, там человек, который больше тебя знает, умеет, вот, как-то вот это вот больше зацепило. Сначала они были просто друзьями. Лене было интересно общаться с Владиславом. Он человек с высшим образованием, умел захватывающе рассказывать разные истории. Лене нравилось, что он был внимательным и заботливым. Начались отношения, и с детьми Леной он вроде бы неплохо ладил. И вот спустя 5 лет Лена и Владислав поженились, и он поселился в ее доме. А дальше представьте себе простую такую понятную сельскую жизнь. В уютном, добротном доме, с ухоженным двором и огородом. Это все благодаря усилиям Лены. Около дома большой гараж. А в нем хозяйничает Владислав, ремонтирует автомобили, такой вот ответственный трудяга. А потом Владислав садится в машину и уезжает в Рязань. И там становится совсем другим человеком. И вот такого совершенно другого Владислава знала Ирина. Вот сейчас появится вторая героиня нашей истории. Но перед этим вот какой мыслью хочу с вами поделиться. Когда мы говорили с Ириной, вот у меня появилось такое странное ощущение, что Лена и Ира описывают совершенно разных людей, когда говорят об одном человеке, Владиславе. Кажется, что у Цыкунова две абсолютно разные жизни. В одной такая пасторальная картинка, где он такой сельский труженик. А вторая картинка жизни Владислава городская, где он великий маг с какими-то способностями и ловкий манипулятор. Но даже если опустить весь этот магический туман, проступит человек хитрый, опытный и искушенный. Человек, в голове которого рождаются безумные и странные планы, преступные, которые он воплощает, который решает проблемы чужими руками. Собственно, как он и пытался сделать после убийства Романа. Каким образом вы знакомы с Владиславом Цыкуновым? С Владиславом Цыкуновым мы познакомились в тату-салоне, когда я пришла бить татуировку. Соответственно, сеансы занимали достаточно долгое время. Ну и он там бил татуировку, да, причем вот именно, ну, такую, на которой у нас завязались разговоры, да, вот, ну, что называется, по интересам. Вот, ну и... Интрига! Это какую же? Это прям интрига. Сразу стало интересно, какую? Мы изначально, это были руны, вот, очень тогда уже входило в моду всякие там рунические практики, знаете, там, вот такого плана оккультика. Вот. И он очень много, он довольно-таки эрудированный на самом деле человек, очень много он там рассказывал, он очень умный, он хорошо обученный, он изучал гипноз, изучал манипуляции, различные там пикапы и прочие моменты, и очень хорошо этим владел. Влад себя считал как бы магом и колдуном, если уж так-то говорить, да, прямо. А у меня чуть не складывается образ вот Владислава, который вы описываете, и сельскую жизнь, в которую он погрузился. Об этой стороне жизни, где Цыкунов маг и колдун, Лена ничего особо не знала. Конечно, ей было известно про увлечение мужа, но в общих чертах. В детали он ее не посвящал. А мне встречалась информация, что у него был даже интернет-магазин всяких амулетов. Вот про это вы знаете? Да, знаю. Да, действительно, был какой-то магазинчик. Да, он что-то пытался, там какие-то шкатулочки, какие-то вот, ну, такие вот руны, вот как вот это вот все. Вот, магическое, эзотерическое вот принадлежности вот эти. А это приносило какой-то доход ему в семью, так скажем? Ну, что-то было, но я не скажу прям вот, что это очень сильно много. Ну, это копейки. Копейки, и это не каждый день. Это вот сегодня есть покупатели, неделю могут не ходить. Так что никакого серьезного заработка не было. В семье родилась дочь. После декрета Лена хотела вернуться к работе, но заботливый Владислав обещал, что сам всем обеспечит. Занимайся детьми. А как у него отношения складывались с Ромой? Ведь он уже был такой, ну, не маленький мальчик. Как у них складывались отношения? Ну, как говорится, конфликтов не было. Вот просто ровные отношения. Ну, это просто двуличный человек, который вот действительно тебе в глаза говорит одно, а за глазами совершенно другое. А он же вроде как даже ему показывал как-то там, как машины ремонтируют. Да, Рома изъявил желание то, что хочет тоже заняться ремонтом машин. Он хотел пойти учиться в техникум, хотел в автосервисе работать.
Цыкунов, он вроде бы как пытался ему рассказать, но учитель из него очень плохой. Он не смог ребенку привить вот это вот и объяснить, как правильно, что делать. И Рома очень быстро интерес потерял. Я еще раз уточню. Конкретно с Романом у него не было никаких конфликтов? То есть у них или ничего, или нейтрально, то есть никакой ненависти взаимной не было, если я правильно понимаю, да? То есть на Романа у него не было зуба? Давайте скажем так, у Ромы с ним не было конфликтов, а у Цыкунова на всех был зуб. Поэтому он начал говорить то, что Рома действительно там что-то сказал, что-то там сделал. Я в это не верю. Рома был достаточно спокойный. Тяжело. Понимаю, конечно. За что вы убили ребенка? А кто? По вашей же просьбе Мария это сделала, нет? О том, что якобы у Цыкунова были конфликты с пасынком, он будет рассказывать следователям уже после ареста. Вообще у него будет очень много версий, как произошло убийство. Про самую первую вы уже знаете. Владислав заявил, что это его девушка, Мария Корнеева, решила провести магический ритуал. И подпишитесь на наш телеграм-канал. Он называется «Погребишская без сахара», и туда приходят все наши герои или их близкие и рассказывают о том, какие у них новости. Имейте в виду две вещи. Первое. Переходите строго по ссылке в описании к этому видео, а не по поиску. Иначе вы можете напороться на мошенников. И второе. В нашем телеграм-канале около 400 тысяч подписчиков. Так что не перепутайте. Итак, Цыкунов рассказал следователям, что Мария взяла гаечный ключ, нож и пошла в дом. Он даже объяснил, зачем ей нужен был ритуал именно с Романом. Якобы она хотела помирить Владислава и Елену, чтобы они воссоединились. Все это звучало нелепо, ведь последние месяцы Владислав и Мария жили вместе. У них были отношения. А тут вдруг она хочет вернуть его бывшей жене. Ну, продолжим. Мария, по версии Цыкунова, пошла в дом, а он якобы ждал ее в машине. По времени, сколько она была, не знаю, но я сидел в темной машине среди поля, субъективно, минут 15, может, плюс-минус 5 минут, не знаю, сколько времени прошло, прибегает с круглыми глазами, я его убил. Я такой, хорошо. У меня шок, истерика. Тут, конечно, поражает, что это после таких слов он издает этот странный смешок. Да и вообще от того, как Цыкунов с воодушевлением и эмоциями рассказывает детали преступления, становится жутковато. Пошли смотреть, приходим. В спальне, в дальней детской комнате, в спальне Рома лежит на своей кровати, голова на подушку. Никакой пентаграммы на спине нету. Я говорю, а что, обряд? Она, ну обряд, говорит, обряд, нужен живой человек. Сейчас я что, говорит, на нем буду рисовать? Уже не надо, говорит, все. То есть подразумевалось то, что она его не хотела убивать. В показаниях Марии все было с точностью да наоборот. Преступление совершил Цыкунов, а Мария ждала его в машине. Но почему бывший отчим решил избавиться от пасынка? Что происходило в семье до трагедии? Семейная идиллия постепенно сменилась бытовой рутиной, где надежный муж оказался ленивым и брехливым. Первое, что неприятно удивило Лену, это лицемерие Владислава. И с момента, когда вы руководствовались первым впечатлением, очень приятным, до момента, когда вот такая пелена стала падать, какие черты стали проступать? Что, собственно, в простой бытовой семейной жизни стало про Владислава понятно? Ну, скажем так, очень много врал. Очень много говорил про людей за глаза. Вот с человеком общается, человеку говорит одно, только человек за угол заходит, он начинает говорить по-другому. И я так понимаю, это было и в мою сторону также. Как говорится, в лицо тебе
ласковые слова, а за спиной как только не пытался меня в плохом свете выставить. А потом оказалось, что он и не работящий вовсе. Да, вроде занимается ремонтом машин, но делает это, когда хочется, а хочется редко. Пару раз вроде бы как устраивался на работу, например, личным водителем, но почти сразу бросал. Работать он вообще не собирался, он считал это мерзко. Ну, типа, я работать вообще не собираюсь. Он зарабатывал деньги совершенно нелегально. Он в таких, знаете, смехотворных таких моментах рассказывал, что, типа, вертел я вообще все эти легальные работы, да и все. Лена вышла на работу, и жили они в основном на ее зарплату и детские пособия. Денег хватало только на самое необходимое. Но в другой своей, второй жизни Владислав ни в чем себе не отказывал. Деньги у него водились, на самом деле. Я не могу сказать, что он был без денег. То есть то, что он там в семью не вкладывал денег, это да. А то, что он сам бедствовал, у него он всегда был при деньгах. Он всегда был на такси, всегда при деньгах, он снимал квартиры, ну, отдохнуть от семьи, опять же, да. Вот, не самые дешевые. Позже Владислав расскажет Ирине, откуда у него деньги и разные жуткие секреты его тайной жизни. И она начнет его по-настоящему бояться. Но это позже. А пока у Владислава с Ириной были хорошие, исключительно дружеские отношения. Однажды он позвал ее в гости, решил познакомить со своей женой. Ну, мы, да, жарили шашлык, вместе там посидели, ну, как бы майские праздники у нас так, в общем, заведено. И мы довольно сильно, близко подружились с Леной. И вот наступил момент, когда Владислав признался Ирине. Жена ему надоела, он хочет убить Лену. Сначала Ирине это показалось какой-то несмешной шуткой. Он мне все это рассказывал. В общем, суть какая? Почему вообще он мне все это рассказывал? Он мне такую тему задвигал, что мне надоела моя жена, они меня бесят, они там шумят. А он говорит, у него день рождения там в декабре, да, под Новый год. Он говорит, ну, у нас же в деревне все равно все там будут пить, рюмочку да надо пропустит. Вот, а я ей, значит, подсыплю, и она помрет. И никто даже и разбираться не будет от чего. Ну, типа паленый алкоголь. Вот такой у него был план. Надо сказать, что Влад очень хорошо разбирался в химии, в биологии, вообще очень хорошо. И у него было огромное количество препаратов. Ну, то есть какие-то жесткие, лютые препараты. Он прям, знаете, планомерно все это распланировал. Прям алгоритмично, как бы это не было в каких-то там агониях. Вот. Он был не пьян. А вам зачем он это рассказал? Вот ладно, хорошо, он запланировал. Зачем он вам-то все рассказывал, я не понимаю. Он мне доверял. Он думал, что я им очарована. Он думал, что он мой там наставник, понимаете, царь и бог. Смотри, он же насыщался этим. Ему же нужно было, ну как сказать-то, чтобы ему кто-то поклонялся. Это определенный такой типаж человека, понимаете, вот этот нарциссический, как сейчас говорят, да, типа вот на колени все передо мной. И, естественно, он хотел меня втянуть во все эти моменты, чтобы я ему как бы помогала и была завязана. У него очень хорошо работает мозг. Если вы думаете, что он какой-то там типа просто дебильчик, нет, не так. Он очень хитрый. И поверьте, если ему нужно было понравиться кому-то, он обязательно понравится. Он умел войти в доверие, он умел тебя так окружить, что ты как бы уже на крючке оказывалась. Ира не могла до конца поверить, что слова Цыкунова про отравление – это не шутка. Ну, а если он все-таки говорит правду? И тогда Ира решила все рассказать Лене. И они начали думать, что им делать. Фактов, что Цыкунов готовит убийство, нет, только слова. Забегая вперед, скажу, что Лена и Ира в общей сложности написали в полицию больше 40 заявлений. Точнее, почти 50. Но об этом подробнее позже. Когда Ира рассказала Лене о жутких словах ее мужа про отравление, к этому моменту Лена уже и так была готова к разводу. Она окончательно убедилась в крахе своей семейной жизни. Владислав и Лена жили в браке уже почти 5 лет. Он все так же обещал, что вот-вот у него будет постоянная хорошая работа. Но усилий никаких не прилагал. Да и дома от него пользы не было. А вот как отец, как он проявлялся? По большому счету никак. Для него очень сложно было с ребенком посидеть. И к детям он не сильно любовь проявлял. Ни к своим, ни к чужим. Нет у него таких отцовских чувств. Но при этом Лена точно знала, что детям он не навредит. Он никогда на них не кричал, не бил, ни старших детей Лены, ни младшую общую дочь. Рома обязательно рассказал бы маме про конфликты с отчимом. У него не было от нее секретов.
Все свободное время они проводили вместе. Ездили на рыбалку или просто на природу на 2-3 дня с палатками. Он помогал присматривать за сестренкой Лизой, когда мама занималась домашними делами. Или помогал маме по хозяйству. Лена из тех родителей, кому повезло с детьми в сложном подростковом возрасте. Рома в свои 15 оставался все таким же добрым, спокойным и улыбчивым, как и в детстве. Никакого подросткового бунта и конфликтов. Он ходил в школу, он не прогуливал. Если на выходные, он даже редко гулять ходил. Вот. А на выходные, если там, ну, как говорится, хочется там у друзей переночевать, там у друга, он всегда звонил мне и всегда отпрашивался. Если я запрещала, значит, он оставался дома. Разрешала, естественно, Вот шел к друзьям. В компьютер играл? Нет, у него компьютера не было, он в телефоне сидел, да. Вот это было. Рома продолжал общаться с родным отцом, который жил в том же поселке. Его любила родня с папиной стороны. Он часто был у них дома, они заботились о нем. Когда в семье появился отчим, Рома воспринял это с пониманием. Только сказал: «Мама, я не могу назвать его папой». И Лена ответила: «Зови как удобно, у тебя же есть папа». И он просто говорил: «Дядя Влад». В общем, по словам Лены, у нее были, конечно, претензии к мужу, но что касается детей, он никогда не проявлял к ним ненависти или агрессии. А вот у нее с мужем все чаще случались ссоры. А вообще он был верным мужем? Что вы об этом знаете? Ну, поначалу вроде бы как и верным, но в конце уже больше слухов, больше, как говорится, информации до тебя доходит. И в конце концов я узнала, что далеко не верный. Еще одним неприятным открытием в семейной жизни стало то, что у Цыкунова есть проблемы с алкоголем. И в таком состоянии он становился агрессивным. А руки он распускал? Ну, пару раз было, когда начинал человек уходить в запой. У него насчет этого большая проблема. Да, в конце он долго не пил, но потому что было последнее у него предупреждение, что еще одна капля, и я подам на развод. А как он руки распускал? Что он делал? Драк таких вот не было. Это вот было вот действительно там пару раз. Вот раз он пытался отвертку в бок всунуть. Ну, второй раз монтажка до головы до моей достала. А если конкретно, он вас отверткой, получается, ударил или хотел ударить? Хотел. Он прислонил, но припугнул. А с монтажкой что? Ну, с монтажкой замахнулся, ударил. Что? А куда? По голове. Сильный был удар? Ну, естественно, рассечение, зашивали, была вызвана скорая. И когда ты фиксируешь побои, то там сами врачи вызывают полицию. В этот вечер, ну, там уже ночь была, я никуда не поехала в полицию. А участковый приехал на следующий день сам. Ага, пока все логично. Зафиксировал, конечно, все, взял показания, но ему просто выписали штраф. А что для вас стало последней каплей? Ну, в какой момент вы решили: все, разводимся? Ну, когда надоело все вранье и узнала и про измены, ну, тут вот целый, вот, скажем, букет такой вот уже накопилось. И очень много вранья, безработица. Ну, как говорится, сколько можно сидеть на детские. Взрослый мужик здоровый и жить на детские. Пелена с глаз начинает падать, и вот ты прозреваешь, и вот больше вот этих моментов, получается, ты видишь. И поэтому решила подать на развод. И тут как раз подруга Ирина рассказала Лене про планы Владислава отравить ее и стать вдовцом. Детей заберет родня, а он будет жить в этом уютном доме в свое удовольствие. Про то, что дальше происходило в семье, про развод, мы еще подробно расскажем. А сейчас вернемся к преступлению. Что же произошло на самом деле в ту страшную ночь? Кто убил Рому? Следователи это выяснили, несмотря на то, что Цыкунов все время менял показания. Владислав готовился к преступлению. На доме висела камера наблюдения, направленная на ворота. Но оказывается, когда Цыкунов еще жил здесь, он тайком от Лены установил камеры по всему двору и даже внутри дома. Лена узнала об этом только после трагедии. Камеры стояли по всей территории. Я даже со счету сбилась.
И все они были направлены на то, чтобы видеть, кто заходит, кто выходит, кто когда дом появляется. На этом гараже висело очень много камер. Вот до сих пор осталась одна, вот здесь вторая висела. И их было в районе 10-11 штук. Владислав через приложение мог в любой момент и из любой точки следить за домом. И вот вечером 8 октября Владислав и Мария были в своей квартире в Рязани. Цыкунов посмотрел на камеры и увидел, что Рома дома один. И они тут же поехали в Стенькино. Но прямо к дому подъезжать не стали, чтобы машина не попала под камеры наблюдения. А вот за этими деревьями есть поле. За этим полем они оставили машину. Буквально пару минут им оттуда идти до дома. Но сейчас снег, мы туда не сможем пройти. В этот вечер Рома решил, что останется ночевать дома. Лена, я напомню, была на работе в другом селе. 15-летний парень весь день был под присмотром родных. Рядом живут старшая сестра, бабушка, родной папа и еще родственники. В общем, все казалось совершенно безопасным. Ну, старшая дочка вышла замуж, младшая дочка с бабушкой у бабушки. А сын, ему я говорила, ладно, если ты будешь дома, ну, днем дома, ну, вечером ты будешь ночевать у бабушки. Нет, я, говорит, буду дома. Лен, а что он ел? Что он ел? Кто готовил? Ну, готовила я на несколько дней. И, естественно, я оставляла небольшую сумму, чтобы, если что-то там, как говорится, молоко, хлеб закончится, мог сходить, купить. Так что у него все было. И бабушки там рядом живут, так что с едой проблем не было. А чего он все-таки к бабушке не ходил ночевать? Почему? Я, говорит, хочу дома. Ну, не знаю, может, просто неудобно. Взрослый пацан уже с бабушкой как-то вот. Просто вот ему удобно было дома. И вот Владислав направился к дому, а Мария осталась ждать в машине. Цыкунова не было где-то около 25 минут, если верить показаниям Корнеевой. Потом он вернулся, взял из багажника гаечный ключ с каким-то примотанным к нему куском металла и сказал девушке идти за ним. Когда они вошли в дом, по словам Корнеевой, Рома был жив и хрипел, и Владислав стал наносить удары гаечным ключом, не меньше 8 раз. И казалось, что все уже кончено. Но жертва снова подала признаки жизни. И Цыкунов нанес еще 3 удара ножом. Все вокруг было в крови. И дальше он велел Марии навести порядок на месте преступления, замыть кровь. После этого у Цыкунова был хитроумный, как ему казалось, план – сбить полицию с толку. Он велел Марии надеть одежду подростка. Одела его одежду, взяла его рюкзак и прошла специально под камерами. Но они хотели увести следствие вот по ложному там пути, что он действительно собрал вещи и ушел. Мария вышла из калитки и прошла вот по этой стороне за угол сарая. Вот здесь вот висела камера, на которую ее сняли. Ну вот они, получается, хотели убедить всех, что Рома ушел сам, и вот смотрите, на камерах наблюдения он уходит, исчез неизвестно куда, и как бы и это должно было бросить тень на вас. Ну да, якобы дети с родителями поругались, и кто-то ушел из дома. Вот они хотели туда всех завести. Ну и дальше Цыкунов и Корнеева перенесли тело в машину и вывезли его в лесополосу. Сбросили в колодец, засыпали другими вещами и мусором и были уверены, что Рому не найдут. Для всего поселка такая страшная смерть Ромы стала не просто потрясением и шоком. Это очевидно. Но никто не мог понять, за что, почему, что сделал отчиму этот милый, улыбчивый мальчик. А когда отец Ромы узнал, что случилось, помните его реакцию? У всех была одна реакция.
Какая может у отца быть реакция, когда после случившегося отец попал с сердцем в больницу? Этим все и объясняется. Какие отношения между ними были и какая реакция. Так почему все-таки Цыкунов выбрал в жертву Рому? Вернемся к событиям, которые происходили почти за год до трагедии, когда Ира узнала, что Цыкунов планирует отравить свою жену и решила рассказать об этом Лене. Мы встретились с Леной, я ей объяснила, говорю, вот планируется убийство. Прям вот четко, он прям говорил, когда он это будет делать, как, посредством чего. По словам Ирины, она сильно рисковала, открывая убийственные планы Владислава. Тот не просто поделился с ней мыслями, но и очень красноречиво описал, что будет с Ирой, если она проговорится. Он мне прям говорил в цвет, если ты меня предашь, если эта информация когда-нибудь куда-нибудь выйдет, я порешу всю твою семью, я порешу тебя. А как же вы тогда так рискнули? Как вы так вот это решили? Вы понимали же, что вы Да, рискуете? я понимала, что я рискую. Ну, во-первых, мне как бы Лена стала очень близкой подругой. Он сказал, что если у него не получится ее убить, как вот он хочет, то он просто закроет в доме и подожжет. И все. И это абсолютно реальная угроза. А зачем он в них вцепился? Что ему было от них нужно? А у него вся его вот эта теория на убийстве своей жены основывалась на том, что он ей супруг, да, а так как он ей супруг, то по нашему законодательству, да, право наследования как бы получит он хотел завладеть домом, потому что своей семье он, ну, не был нужен, а как бы жить ему особо было негде. Он мне еще пытался вменить такое, что типа заживем с тобою. Я думаю, о, вообще прикольно. Ну типа Лену на меня поменять, вот у него были вот такие заходики ко мне тоже. Ему хотелось иметь свой дом. Ну, естественно, все, что ему хотелось иметь, всегда это должно было быть за чужой счет. Он за чужой счет наживался, все за чужой счет. Ну и когда ему надоела Лена, он решил ее убить, завладеть домом. Лена тайком от мужа занялась подготовкой документов на развод. Это был 2020 год, началась пандемия. И подготовка заняла гораздо больше времени, чем планировалось. А пока Ира продолжала делать вид, что остается союзницей Владислава. Такую они разработали стратегию вместе с Леной. Знать, что он делает, что говорит. До дня рождения Лены, когда он планировал от нее избавиться, оставалось еще 3 месяца. Влад очень ко мне проникся. Он мне говорил, что я очень умна, он как бы в это верил. Ну, я на него там смотрела как на Бога, потому что, ну, как бы я создавала такую иллюзию ему, потому что иначе я понимала, что я нахожусь просто в опасности. Я с ним как бы игралась уже. Вот, и он думал, что я в него влюблена, как кошка, что я им там очарована невероятно как, он там мой бог и святый. И он мне, как бы, понимаете, передо мной кичился. Мало того, я вам скажу как, я тоже на веру много чего не брала. Ирина вспоминает, что Владислав уже совсем перестал скрывать свою настоящую сущность и рассказывал вполне откровенно, чем занимается и как поступает с теми, кто ему мешает. Владислав промышлял различными темными схемами. Надо же сказать об этом, да, что этот человек в прошлом один из представителей нашего ОПГ в Рязани 90-х, да, и он в итоге промышлял такой темой, это экономические какие-то преступления. И он мне прям рассказывал, он пытался меня тоже втянуть в эти какие-то махинаторские схемы, но как бы я однозначно это обрезала. Я говорю, мне это вообще не надо. Он там каких-то бомжей искал, что-то на них там оформлял, я не знаю, какие-то вот мутки у них были с кредитками, какими-то картами, вот, и у него всегда водились деньги, абсолютно всегда. И люди, да, заезжали по статьям вот с его рук. И он мне все это рассказывал. Он же садист, понимаете, и он получал удовольствие от того, что, ну, он такое делает. Он там кошек расстреливал и смотрел, как они умирают. Травил собак и смотрел, как они умирают, понимаете? И такой момент, что у них на второй половине дома жил какой-то там человек. Вот, а Влад, он периодически впадал в ярость, просто в ярость. То есть ему надо было эту ярость куда-то скинуть. И он говорит, типа, вот они там пьют, они меня бесят, ну, типа, с собутыльником там, с каким-то, да. Он говорит, вот смотри, 2 дня не пройдет, его, типа, в морг вывезут. Что вы думаете? Я приехала через 3 дня, и он сидит, мне ножичек показывает. Смотри, а ножичек-то мой крови напился. То есть он говорит, я тебе обещал, что будет труп, вот он тебе труп. И сидит, ржет, как бы. И выяснилось, что человек скончался?
Да, человек, следствие как бы посадило его собутыльника, потому что у него обнаружили орудие убийства в руке, да, вот, а человек, конечно, ничего не помнил. Но очень многие его слова находили подтверждение, очень многие слова. И вот к декабрю 2020 года, незадолго до дня рождения Лены, заявление на развод было принято. И пришло время сообщить об этом Владиславу. И она попросила съездить с ней, чтобы она огласила ему, потому что она говорит, я его боюсь, вот, и не хочу оставаться с ним одна. Мы приехали, она ему показала эту бумагу, что она с ним разводится. Как вы ему объявили и как он это воспринял? Как объявила, я сначала съездила в суд, написала заявление, подала иск в суд, и ему, как говорится, копию принесла, то, что копия иска, то, что я подаю на развод. Угу. Предоставила ему документы, чтобы он ознакомился с ним. Вот. Пока он читал, его очень сильно трясло. Не знаю. Серьезно? Да. Его прям скажем, там прям колбасило. Потому что я ему подпортила все его планы. Избавиться от всех живущих в доме. Хотел сначала меня, может быть, детей там бабушки заберут, как говорится, будет полегче. И только в этот момент, по словам Ирины, Владислав понял, что все это время Ирина была на стороне своей подруги и помогала ей во всем. Он прям там же, цитирую опять же, он сказал, Лена дура, она в жизни бы до этого не додумалась, это все ты сделала, и имея в виду, я тебя обязательно грохну. Это прям было вот так сказано, причем, вообще при свидетелях, если что. Вот. После этого он ушел, громко хлопнув дверью куда-то. А Ира и Лена пошли в полицию писать заявление о том, что муж планировал убийство, и все в деталях, когда, как и почему. Когда мы написали заявление в полицию, и нас там буквально послали, простите, нахрен, а так и было, то есть цитирую даже, я могу процитировать, что нам сказали. Это было 2 декабря, 2 или 3 декабря, не буду сейчас врать. Давайте. Мы написали заявление, я прям расписала все. Что он, как он планирует, какие у него вообще, что и почему. Все там было очень подробно. Вот. А у нас этот мужчина, с позволения сказать, принял заявление, так вот прочитал его и говорит, пришли они сюда под Новый год, 2 сказочницы. Я говорю, вы у нас заявление не примете? Он, да приму. И ушел. И через 10 дней мы получили просто отписки. Идите типа нахрен. Когда я пришла писать заявление по месту жительства, да, я тоже процитирую сейчас, что мне посоветовал, значит, участковый. Он не принял у меня заявление, во-первых. И он мне сказал, у тебя мужик есть? Я говорю, предположим. Он говорит, ты скажи ему, чтобы он ему ноги поломал, а мы не заметим. И ржет сидит. Вот так это было. Полиция, милиция, их интересовали, спали мы или не спали. Какого у него простите, половой член был размера. А зачем им эта информация? На что это влияет? Я не знаю. Я тоже спрашивала, какое вообще это отношение сюда и может иметь. Вот, да, романа не было никакого у нас на самом деле, но я с его женой дружу на минутку. А что делал Владислав? Он исчез на пару дней, а потом появился на пороге дома и отказался его покидать. И выглядел очень уверенным в своих притязаниях. Когда я ему объявила, чтобы он уходил, прозвучала фраза «Я не уйду, я здесь тоже, как говорится, собственник». Я говорю, в смысле ты собственник? Оказывается, он за моей спиной с тетушкой, тетушка это родная сестра моей матери. Ага, так, и что с тетушкой? Они за моей спиной договорились. Тетушка написала на него дарственную, на бумаге дарственная. По идее, он ей заплатил. Нашел деньги, занял и заплатил. И, естественно, я потом позвонила тетушке, дабы убедиться, правда это, неправда. Она сказала, да, мы написали дарственную. Даже где-то у меня был записан телефонный разговор, когда я ей звонила, с ней общалась. Ты на Влада дарственную сделала? Да. Что, он вообще про меня что-то говорил, что я в курсе, не в курсе? Ничего не говорил, он просто говорит, я нашел деньги, давай сделаем их быстро, и мы с ним позавчера еще все сделали. Я откуда знаю, какие у вас там заморочки?
И сколько он тебе, 1 300 000 дал? Ну да. Я вчера тебе сказала, мне все равно кому. Кто первый, того и тапки. Заплатите вы, я вам переделаю все. Нет, значит, пока еще время есть. А нет, значит, все. Как он зарегистрирует в рехпалате, и все. И хана вам будет. Заявление на развод Лена подала в декабре, а развели их официально через суд только в апреле. Все это время, по словам Лены, Цыкунов устраивал всякие подлости, мелкие, крупные. Лена написала в полицию десятки заявлений. Да-да, десятки. И это не преувеличение для пущего драматизма. А однажды около дома Лена увидела распятую куклу. То есть Владислав хитростью такой вот приобрел часть дома, но этого точно ему было мало. То есть ему надо было, чтобы там ему вообще никто не мешал, и чтобы он получил все. Да. А для этого надо было избавиться от людей. Да. Я правильно понимаю? Да. Когда вы подали на развод и сказали: все, дорогой, ты уходишь, он куда-то съехал? Съехал, на следующий день уехал. Ну, особо вещей с собой не забирал. Когда я утром встала, чтобы отвезти ребенка в детский сад, оказалось, что у меня вскрыта машина и испорчена. Да, как? Ну, кто понимает, там был ослаблен ролик, натяжной ролик на ремне. И, естественно, провернулся ремень, перестал заводиться. А это все, давайте так назовем, пакости, да? Проявление мелкой, более крупной мести. Или он что-то еще делал? О, я не знаю, вспомни весь перечень. Когда ты 2-3 раза на неделю вызываешь полицию. Вскрывал замки на не принадлежащий ему гараж. Маленький гаражик такой стоит перед домом. У него не было ключей, он взял болгарку, спилил замок. Якобы что-то там там нет его вещей. Все его вещи давно уже вынесены из дома. Его большой гараж на данный момент принадлежал ему. Ну, человек почему не забирает вещи? Потому что он хочет гадить дальше. Это испорча машины, спиливание замков, щеколды с входной двери, чтобы ему беспрепятственно заходить в дом, если даже кто-то там есть. Ну, если является собственник, как я же не могу запретить. Точнее, я запрещала, но он подал в суд, и суд встал на его сторону. А он отслеживал и вашу машину тоже? Да, 2 трекера были найдены в моей машине. Он хотел знать, куда вы ездите? Куда, когда, чтобы беспрепятственно, потому что, если я дома, он действительно туда не зайдет. Не знаю, может, и побаился, или, как говорится, лишний раз с полицией. Он старался, чтобы меня не было дома. Вот еще вспомнила. После развода, как раз он спилил щеколду, и что пока никого нету, он воровал вещи, он там выносил технику. Говорится, дошло до смешного, что он у ребенка своровал колбасу, печенье. Там, действительно, это здоровый мужик. До смешного. Он же имел право доступа в этот дом. Его же дом, да, в том числе. Он отравил собак, которые жили в этом доме. Что? Отравил собак? Да. Одну откачали, вторую не откачали. Там щенок был, щенка не откачали. Он потравил собак. И, соответственно, он настроил все камеры. Он срезал камеру моей двери, моего дома, моей квартиры. Потому что я поставила камеру, потому что я боялась, потому что мне угрозы под дверь приносили. И, соответственно, полиция бездействовала. Они нам: вы, сказочники, идите нахрен. И мы боялись. С этого момента я съехала из своей квартиры, потому что я боялась жить дома. Я жила у друзей. И только поэтому он меня не нашел. Только поэтому. Лена, а незадолго до убийства он вам какую-то куклу подбросил? Да, это было за месяц до трагедии. Это такая детская куколка, вся исписана какими-то знаками этими магическими.
Как потом это выяснилось, даже сами полицейские узнавали вот в интернете, там, что это вообще означает. Означало это как предупреждение о смерти или там какая-то порча на смерть. На этой лавочке лежала кукла. Кукла была детская кукла, вся разрисованная в этих иероглифах, чем-то еще набита, каким-то воском, землей. И распята кукла на осиновых кольях. Можно я вас об этом немного расспрошу? А как стало понятно, что это Владислав сделал? Следствие до всего дошло. Все-таки вывели их на чистую воду, они признали, что это их рук дело. А они не говорили, зачем? Чтобы запугать. А после развода сколько вы написали заявлений? Точно не скажу, но в районе 50, 40 с чем-то. Просто вдумайтесь, вот прямо обращаю внимание. Около 50 заявлений. А что полиция? А что полиция? Полиция приезжала, говорила, вот даже на вскрытие машины я вызывала. Они приезжали и, как говорится, хихикая, сказали такую фразу. «Зачем вы нас вызвали? Вам что, надо машину завести?» Вот такая реакция полиции. Что они видят? Бытовую ситуацию. Женщина, обиженная, наговаривает на мужика. Вот такая реакция у полиции. У Ирины своя версия, почему полиция на десятки заявлений вообще никак не реагировала. Впоследствии понятно стало, почему полиция так долго, например, его не хотели замечать его проделочки, да. Вот. Он же работал, это, знаете, называется ментовский стукачок, да, то есть человек, который просто снабжает полицию, то есть он подводил людей, попавших в разные там сложные, тяжелые обстоятельства, в тяжелом финансовом положении, и подводил их под такие схемы, экономические какие-то преступления, понимаете, а потом сдавал их, собственно, нашей доблестной милиции. И кто-то там, видимо, одевал себе погоны на этом основании, да, то есть раскрываемость у них и прочее. Вот. Ира, можно я вот сюда вставлю? Я боюсь, что мы уйдем с этого момента. А вы откуда об этом знаете? Он мне очень много всего рассказывал. Он мне очень доверял. А если он врал? В смысле врал? Впоследствии показали, что ничего он не врал. К нему приезжала полиция в погонах, то есть при исполнении, да, пила с ним чаечек в его этом гараже, а потом уезжала. Это была безнаказанность. Собственно, эта жертва Ромина, она была из-за того, что он просто чувствовал себя безнаказанным. И плюс ко всему, почему-то это нигде не освещено, но если порыться, можно узнать, что у него ближайшая родственница занимала, может быть, и сейчас занимает очень высокий чин в МВД. Но за несколько месяцев до трагедии казалось, что Владислав утратил всякий интерес к бывшей жене и даже к ее дому. У него новые любовные отношения с молодой, красивой, успешной спортсменкой и новая квартира в Рязани. Журналисты писали, что девушка ради возлюбленного бросила мужа, отказалась от спортивной карьеры, продала свою квартиру в Подмосковье и переехала в Рязань. Что дальше происходит в течение событий? Что там дальше? Нашел себе другую дурочку, скажем прямо, эту Машу, да, они там очень хорошо прям, он ее там запорошил, ей голову. Но она такая, она тоже, по сути, садист, она завистница такая, она ненавидела своих сестер. Это был причем при мне все, не там понаслышке где-то. Какие-то там порчи на них наводил. Кто такая Маша? Извините, сразу. Подельница его. Нет, я имею в виду. Понимаю, что она его подельница, просто кто она такая, откуда она взялась? Знакомы ли вы и что вы о ней знаете? Знакомы мы, да. У него какой-то есть такой странный дружочек из Коломны, который периодически к нему привозил каких-то людей такого плана. Но, надо признать, Влад себя считал магом и колдуном, если уж так-то говорить, да, прямо. И под этой эгидой к нему ездили люди. И также приехала Маша. Маша была увлечена всеми этими оккультными темами. И Владислав сразу поразил ее своей магической харизмой, назовем ее так. Лена и Ира тоже были знакомы с Марией.
Она появилась в их компании еще до того, как Лена решила развестись с мужем. Она была замужем. Изначально ее хорошо приняли. Она как подружка к нам, такая подружечка. Вот. Мы там отдыхали летом вместе, там с палатками выезжали. Ну, то есть, очень хорошо к ней отнеслись, так по-свойски. У нее там 4 сестры, ну, я так понимаю, неплохая семья, как бы. Но она считала себя всегда какой-то, простите, ущербной. Она это говорила вслух. То есть она завидовала своим сестрам, она делала на них какие-то порчи, заказывала. А он это все как бы ей культивировал. Типа, да-да-да, они тебя все ненавидят, да-да-да, держись меня. Он узнал, из какой Маши семьи. И он мне прям, ну, как бы впрямую сказал: смотри, я, говорит, сейчас ее на все деньги раскручу. Вот. В итоге так и кончилось. Маша продала свою квартиру в Раменском, приехала в Рязань. И, насколько я знаю, еще и в долги залезла, там, в какой-то кредит по итогу. Вот, когда он понял, что дом-то он уже не нужен, и, по сути, он там уже не муж, ну, то есть жить он там уже не мог нормально, как бы, да, вот, он съехал к этой Маше. Жили вместе не меньше полугода, и оказалось, что за это время успели совершить несколько преступлений, связанных с кражей и оружием. Они вскрыли эту квартиру его якобы друга, где, ну, он охотник, где там в сейфе лежал, ну, оружие. Забрали оружие, это все есть в материалах дела. Что еще? Они там нашли какие-то боеприпасы, которые он там где-то прятал, оружие. Ну и, соответственно, они там ограбили квартиру, вынесли это, вынесли то, и ни разу ими полиция не заинтересовалась. И она, конечно, почувствовала свою безнаказанность. Типа, вообще, что хочу, делаю, и как бы ничего мне за это не будет. Позже все эти преступления, включая и убийство Ромы, объединят в одно уголовное дело. Следствие будет идти больше 2,5 лет, а потом суды. И этот процесс тоже затянется. Лена, а вы были на суде? Вы слышали показания Цыкунова и его подельницы? Ну, естественно, я старалась не пропускать. Я практически на каждом заседании была. Как они объясняли, зачем они это сделали? У Цыкунова 9 раз он за одно заседание поменял показания. Показания, да. Никак они не объясняли. Ну, как они объяснят? Не знаю даже, как ответить. Это надо спрашивать у них, что они хотели. Та вторая мадам, она говорила то, что ее заставили, что она вот испугалась, ее заставили. Цыкунов стал тоже ей угрожать, то, что там расскажешь, может с тобой то же самое быть. Так что она сваливала на Цыкунова, Цыкунов свалил на нее, то, что это она там наносила там ножевые. То, что Маша знала, что она идет на дело, я вас абсолютно точно уверяю. Никакое вот то, что она там плела, что она там вся бедная овечка, это все, конечно, бред полный. Вот. То, что она втыкала в него нож, я вам тоже скажу, потому что это была его задача. Он должен был ее обязательно запачкать, понимаете, обязательно. Я не знаю, даже на суде вот чистой правды от них вот в принципе не было. Но почему Рома? Почему Рома? Да потому что Рома там один пока был. Я тоже вот задаюсь вопросом. Ну хорошо, я его обидела. Ну, сделай мне плохо, зачем вы детей трогать? На эти вопросы могут ответить только они. Но они, как говорится, все время лгали, даже в суде. Все время увиливали. Нам, нормальным людям, таких не понять. Действительно, внятного объяснения так и не последовало. Звучала только стандартная фраза «на почве личных неприязненных отношений». Но Лена настаивает, у Цыкунова никогда не было конфликтов с Ромой. Подруги могут только предполагать, что толкнуло Цыкунова на убийство. Возможно, Владислав рассчитывал, что Лена не сможет эмоционально пережить, что ее сын якобы сбежал из дома, будет искать его, сходить с ума и потеряет смысл жизни. И дальше поступит так, что Владислав останется единственным владельцем дома. Но это все предположение. Скажите, пожалуйста, а Владислав, убивший ни в чем не повинного ребенка,
он каким-то образом сожалел. Я не говорю, что он обязан, просто вдруг до него дошло во время следствия, суда, что что-то он совершил плохое. Ничего такого не происходило, ничего он не понял нового, не просил прощения. Ни с одной, ни с другой стороны никаких извинений не было. Ни от родных, ни от них, от самих. Не было ничего. И я не знаю, как можно оценить человека, который в суде, в зале суда у адвоката просит, чтобы адвокат купил чупа-чупс. Ну это как? Это Кому? серьезно? Кому? Мадам это просила своего адвоката. А не купите ли вы мне, пожалуйста, чупа-чупс? Ну это серьезные отношения. Это что? Это извинения или как это назвать вообще? Мне кажется, никто, ни он, ни она, мне кажется, ни о чем не сожалеют. Приговор вынесли через 3 года после убийства, в 2024 году. В итоге Владислава Цыкунова осудили на 15 лет колонии строгого режима за убийство, кражу, хранение оружия, а Корнееву на 10 лет колонии общего режима. Насколько вы удовлетворены приговором? Ни насколько. Там ни одно убийство. Там еще несколько статей. И вот за все им дали, ну, ему 15 дали лет. По нашим оценкам, это очень мало за все статьи. Ира, у меня, наверное, последний вопрос. Вот смотрите, существовал какой-то способ, у меня почему-то это довольно такой странный вопрос, но почему-то мне он не дает покоя. Вот в какой момент можно было еще изменить эти события, где можно было все повернуть? Была такая точка, как вы думаете? Да, я была сейчас имею в виду не только вас, но и Лену. Однозначно была такая точка, где можно все это было развернуть. Это был 2 или 3 декабря, я говорю, вот когда мы пришли, написали заявление. Если бы полиция обратила внимание, он бы испугался, потому что он еще и трус. Если бы его хотя бы вызвали, ну это просто халатность. То есть это смерть Ромы, она чистая халатность наших представителей его доблестной милиции. Просто чистая халатность. Если бы они его дернули, он бы не решился, он бы стал пугаться, им интересуется полиция, он бы весь вот так вот вжался бы и ушел бы в тень, как минимум хотя бы. Но они ничего, они никакой реакции не сделали. Они прям буквально сказали, ну будешь трупом, заходи. Вот прям в лицо смеялись, понимаете? Вот и все. И очень много чего проигнорировали на самом деле. И, кстати, по халатности почему-то ни одной проверки не было. Я вот вообще пришла к вам на самом деле только за этим. И сегодня Ира и Лена переживают, что обстоятельства могут сложиться так, что Цыкунов в ближайшем будущем появится в поселке или в Рязани. И подруги переживают за свою безопасность. Ира предполагает, что Цыкунов рано или поздно исполнит свою угрозу – отомстить за предательство. Обученный, абсолютно обученный, просто как бы садист, которому нечего терять. Моя семья под угрозой, ее семья под угрозой. Понимаете, у меня есть основания переживать. Прям реальное основание. Я говорю, это человек, который всегда держал свои слова, к сожалению. Вот и думай, теперь найдут меня где-нибудь там в кустах с пулей или нет. У вас же с ним общая дочка. Что, в общем, ребенок знает про своего отца? Ну, практически ничего не знает. И даже не знает, что случилось с Ромой. Нет, она знает, что его нету. Но что случилось, не знает. А ей сейчас сколько? 8 лет. То есть она знает, что Рома погиб, но не знает, каким образом и как в этом участвовал ее фактически отец. Она даже не знает, что погиб. Она просто знает, что он на кладбище, как говорится, ну, нет его. А что случилось, кто это сделал, нет, она, конечно, не знает. Невозможно. Ну, а если узнает? Ну, узнает, будем объяснять. А самим сказать это, ну, я не знаю, как это говорить. Ну, я вот к чему веду. Ну, мы же видео-то покажем. Ну, я не знаю, какие шансы, что ребенок посмотрит это
видео. У нее Ну, нет доступа, как говорится, к интернету. У нее детский тариф. Так что я не знаю, ну, вряд ли она сможет это увидеть. Если... Ну, спустя какое-то количество лет, например, там. И это все возможно. Ну, Я просто, что мне бы не хотелось, чтобы она узнала об этом от меня. ну, я не знаю, как сейчас на это отвечать. Это самим говорить нам очень трудно. Узнай, значит, будем разговаривать, объяснять. А сейчас это А невозможно. вообще Цыкунова-то она вообще-то хорошо знала? Она вообще, ну, то есть я понимаю, что вы сказали, что он отец был так себе, мягко говоря, но в целом, как бы, он же в ее жизни был? Или у нее призрачное какое-то представление, расплывчатое? Ну, вот, скажем так, расплывчатое представление. Потому что ребенок маленький был. Получается, ей года 3, наверное, было, как развелись. Так что особо она отца не помнит. Так какие-то обрывки. Сейчас просто бывают разные отношения у отцов и дочерей. То есть, когда вы развелись, Владислав с дочерью развелся тоже? По большому счету, да. Если даже он какие-то там, скажем так, поползновения пытался сделать, это было всего лишь, как говорится, для галочки, чтобы вот так же вот затмить всем глаза, вот, чтобы о нем думали только исключительно хорошо. Чтобы никто не подумал, что он такой вот на самом деле. Он ее с днем рождения поздравлял? Ой, я не помню, чтобы такое было. Ну, по крайней мере, после развода вот там практически и не виделся. Может быть, раз. Это я просто для ясности, что он удалился в туман. Да. Разведясь с вами, он, в принципе, развелся и с ребенком тоже. Ну, в принципе, да, можно так сказать. Часто приходим на кладбище, как говорится, не только убраться, но и подумать, вспомнить. Лена, а можно сказать, что вы спустя время как-то приняли потерю, как-то прожили горе или как-то с ним сжились, не знаю, как сказать. Как вы ощущаете спустя время это? Можно сказать, все так же. Каждое воспоминание, напоминание – это очень тяжело. Ох, да, понимаю. Нельзя забыть, нельзя простить. Хотя, как говорится, в церкви нас учат, надо прощать, но это невозможно. Не те люди, не те случаи, чтобы прощать.